Привет, дорогие подписчики моего канала, с вами как всегда Эбист. И сегодня я вам расскажу чуть-чуть о соло-темпесте. В последнее время довольно много комментариев оставляют на ютубе, и основные комментарии, скажем так, касаются того, что на наших вылетах мы довольно много убиваем всяких нубов. По большей части, то есть противник, как правило, слабый, а нас, как правило, мало, но противника много, но тем не менее он слабый, и вот мы этих слабых нубов убиваем. И в общем, сегодня я вам подготовил несколько иное, скажем так, видео. Сегодня я полетал на соло-темпесте, и довелось мне встретить сначала хардноксов, а после этого пимпованную соло-мочалку. Для тех, кто не в курсе, кто такие хардноксы, я думаю, вы можете это дело загуглить, или куда проще, думаю, найти это на киллборде. Это ВХшный альянс, который роуманит гангами до 30 человек и довольно-таки часто летает всякими small scale флотами. От 10, наверное, до, опять же, да, повторяюсь, до 20 человек. Так что вполне достойные противники. Если кому-то вдруг интересна киллборда участников боя, то у одного из пилотов около 4000 боев на 100 сливов. То есть efficiency там процентов 98, что вполне себе, я бы сказал. То есть человек по-глупому вообще не сливается, учитывая, что, наверное, процентов 50 его киллов сделаны в гангах численностью 10-15 человек. Так что вполне себе. Плюс корабли у противника были довольно неприятные. Это была Гила, это был Иштар. То есть два таких имба корабля, хотя Иштар сейчас понерфили, но тем не менее до сих пор он довольно-таки сильный корабль, потому что дроны, кидаешь своих дронов, и они спокойненько доносят свои 500 ДПС на 100 километров, грубо говоря. Не говоря о том, что можно кидать тех же огров на зафиксированную цель, и это около, наверное, 700 ДПС. Нынче это довольно-таки серьезно. ДПС, который, если ты фиксируешь цель, то он не промахивается. Так что дело такое. Хотя в ситуации с темпестом по нему на самом деле мало что промахивается, так что не суть. Помимо всего этого у них была пимпованная СТМ на БТНГ, хамловая, то есть довольно-таки много ДПС. Не кисло она так каталась, дизела меня с приличной дистанции сетковала и знатно откачивалась. Ну и в конце боя появился у них Слейпнир. Хотя с ним я уже не дрался, то есть на моменте выхода из боя. Ну и давайте, пожалуй, наверное, уже перейдем к самому видео. Отправился я летать по Солитьюду, увы, ничего не нашел, потому что регион, как оказалось, нынче совсем мертвый, прайм-тайм, в системах есть локалы от 1 до 5 человек, но, как правило, эти все люди в доке не андокаются и вообще ничего абсолютно не хотят. Потратив на это целый час времени, я все-таки решил, что нужно двигать в Терру, сменить регион и, возможно, наконец найти какой-нибудь бой. Отправился я обратно к ВХшке, прыгов мне было около, наверное, 5. И где-то посередине маршрута я неожиданно пересекся с хардноксами. Шел я почти без скаутинга, то есть где-то впереди шли бонусы, где-то сзади темпест. Особо внимания я не обращал на системы, на локалы и на подскан, потому что мертвый регион, что тут можно ожидать. И где-то в проварпе я разминулся слегка с хардноксами, которые тоже шли тревел модом, часть ганга впереди, часть ганга сзади, и как раз таки задняя часть ганга меня заметила. Задней частью ганга была Гила, она пропрыгнула со мной, но не захотела на меня агриться. Чуть позже прошел Иштар и тоже как-то не желал совсем меня. Как чуть позже оказалось, ребята думали, что темпест вовсе не соло, темпест с цинкой, так что буквально через несколько минут они даже спросили меня в локале, есть ли у меня цинка. На что я линканул ребятам свой фит, то есть они знали, с чем они имеют дело. Покрутившись чуть-чуть по системе, мы пересеклись на станции, где я получил взаимную агру с Тенгой, так что не нужно было мне ловить саспект, хотя я в нем был, то есть скорее не нужно было мне ловить агру с гейтовых, простите, со станционных центриков. Оттопил я за станцию, Тенга потихонечку поехала за мной, и здесь... что в принципе можно попробовать, потому что так-то что они мне сделают? У них абсолютно у всех, как мне показалось, дизы, оказалось, что это не совсем так. Чуть позже оказалось, что у Гилы есть скрамблер, но изначально я полагал, что у них у всех дизы. То есть в любой непонятной ситуации я могу разогнаться на объект, МЖДшнуть после них и отварпать, так как такая, скажем так, сейф тактика, и если ты знаешь, что у противника только дизы, то спокойненько с МЖД ты можешь против них драться. Ну что ж, оттащил я чуть-чуть Тенгу от станции, и как мы видим, она активно за нами ехала.
Под дизель ее начал раздаваться в перегреве, посадил ее сразу на 2 хэви-нейтрика в надежде, что Тенга неопытная, не знаю, может профокапить что-то с капой, и если она актив танкованная, то если мне повезет с трекингом, то я попросту заеду ей там с пары залпов на весь шилд, но как мы сейчас видим, нифига мне не везет, хотя вот здесь прошла какая-то альфа, вроде бы это, учитывая перегрев, 400 дамага, это очень грустно. Тем временем набегает на нас уже Иштар Гила, то есть план с Тенгой был провален. Вижу я, что Иштар здесь уже чуть ближе. Также вижу, что ко мне летит 2 хаммерхеда. Вы можете сейчас видеть их около Иштара. Они как раз мигают такой желтой рамочкой. Я обратил на это внимание. То есть останавливаться мне нельзя, иначе по мне пойдет кислый дамаг с Гилы. Начал потихонечку праймерить Иштар, но, увы, Темпест у нас очень близорукий. Полов у него в районе километров 35 или, наверное, даже меньше. Так что, как мы видим, на 38 километрах по Иштару проходит крайне мало ДПС. Начал я здесь лочить дронов, потому что Иштар ковырять бесполезно, да и напугаем мы его, когда он находится не в дистанции нашего диза. Так что начал я потихонечку лочить хаммерхедов в гиле и отстреливать их. Как мы видим, хаммерхеды, конечно же, с Темпеста под сеточкой уходит просто на ура. Иштар у нас решил не лезть под меня, мы видим, что он отапливает чуть в сторону и держится на дистанции в 42 километра. То есть не хочет он к нам ехать клосс, но все-таки потихонечку с нами сближается. Убиваю я последнего хаммерхеда, понимаю, что сейчас по мне не будет в принципе никакой дамаг проходить. И тем временем Иштар как раз таки въезжает в 30 километров, я начинаю уже по нему расстреливаться и опрочу его. На секунду мне показалось, что Иштар здесь актив армор танк, потому что уж очень не кисло по нему въезжало. Как мы видим, он буквально почти рассыпался, ожидал я какой-то откачки на арморе. Видим, что я греюсь, пытаюсь я все-таки в перегреве быстро пробить его, так как подразумевал я актив армор танк, но оказалось, что это был шилдовый вариант, вот такой вот, увы, тонкий. Здесь я уже попросту через ганг противника опрочу Иштар, потому что в моем понимании там скрипков нету. Кидаю на него гретый поинт, догоняю, кидаю уже без пригрева поинт, гретый МВД, сеточка, нейтрики, и Иштар у нас откатывается на борду. На меня здесь падают хаммерхеды, это говорит о том, что сейчас по мне будет проходить в районе 600 ДПС плюс ДПС Тенги, то есть это в районе 1000 ДПС, даже думаю больше, это очень много. Так что вновь я лочу хаммерхеда и потихонечку оттапливаю. Пытаюсь я здесь провоцировать Гилу на себя, чтобы она поехала за мной так же, как Иштар. И отдалась мне, но Гила не хочет допускать ту же самую ошибку, я потихонечку отстреливаю ей дронов, зато за мной топит Тенга на 100 МНБшке. Видим, что дизит на меня с 30 больше, чем 31 километра, то есть скорее всего уже в системе есть бонусы. И здесь я вижу, что Гила в 80 километрах и хочу на нее МЖДшный. Тенга тем временем падает в клосс, но у Тенги, естественно, нет скрипка, так что спокойненько. Я сейчас прожимаю МЖД и пытаюсь упасть Гиле почти в ноль, но Гила в этот момент начинает двигаться ко мне. И, собственно, рушит весь план на корню. То есть сейчас я МЖДшность, увы, уже за Гилу, и она как и была в 50 километрах, так и окажется в 50 километрах. Вот сейчас вы после МЖД видели, что Гила у нас в 60 километрах от нас, что довольно-таки нехорошо. Но Гил почему-то довольно-таки уверенно уже в себе, то есть, посмотрите, активно на нас бежит, когда ее хаммерхеды остались далеко позади. Учитывая, что, судя по их скорости, у нее нет дрон Navigation компа, то, скорее всего, она объедет к нам куда раньше, чем ее хаммерхеды. Это нам, конечно же, на руку, потому что мы не будем получать от нее дамаг. Здесь я выключаю МВД, просто стою в разгоне, начинаю потихонечку принимать Гилу. У Гилы проблемы с капой, как у корабля, кидаю 2 хэви-нейтрика, и этого хватает, чтобы полностью высушить ее и остановить на месте. Кидаю я сеточку, чуть-чуть отъезжаю от нее на 20 километров, на случай, если у нее вдруг появится или есть скрамблер. И начинаю потихонечку раздамаживать. Вижу я сейчас, что я преодолел дистанцию 20 километров, нажимаю «Approach». И вижу, что Гила потихонечку отдаляется. То есть начинает она топить от нас, правда без МВД, так что я уже прожимаю свое МВД, начинаю репаться, потому что Тенга подъезжает, дроны подъезжают, пасты всего 24 единицы. Это довольно мало, но теоретически нам должно хватить этого, чтобы убить Гилу. Здесь я понимаю, что Тенга уже близко, и, наверное, пора все-таки выстреливать уже от противника, потому что элементарно может не хватить танка, но танка мне хватает. Сейчас у нас Гилла на арморе, сейчас она выскочит из-под диза, так что я делаю гретый цикл пушек, и, увы, этот гретый цикл пушек, самый последний, вернее, 2 последних цикла, они попросту сжигают мне хэви-нейтрик, который был единственной надеждой на убийство Тенги. Так что дальше я буду драться с одним хэви-нейтриком, и за счет этого уже не смогу, увы, убить Тенгу. Видим сейчас, что я цепляю ее под нейтрик, мы сейчас по факту почти стоим, то есть я ее опрочнул, она бежит от меня, идет
держу игры этой сеткой, и это позволяет хамлам, которые летят не на такую большую дистанцию, до меня долетать и наносить весь ДПС. Пасты у меня в репке давным-давно уже нет, так что я испытываю легкие проблемы с танком. Съел я бустер на репку в надежде, что мне будет хватать откачки, но откачки мне, увы, не хватает, так что я прожимаю МВД и отъезжаю уже от тенги, дабы разорвать дистанцию и не танковать ракеты. Они попросту не будут долетать до меня, если я буду оттапливать от тенги. Да, и вот сейчас мы прекрасно видим, что ракеты не долетают. Тенга вроде бы пытается держаться относительно меня на какой-то орбите. Я с переменным успехом, очень переменным, попадаю по ней, но, конечно же, это не тот ДПС, который может как-либо убить тенгу. Пытаюсь я здесь поспамить на нее, как вы видите, хэви-нейтрик, чтобы, возможно, она слегка притормозилась, и я все-таки нанес какой-нибудь дамаг. Но не так быстро у меня получается это сделать. Одновременно я пытаюсь гретой репкой сейчас отрепать себе хотя бы половину армора и после этого упасть в перезарядку в надежде, что мне этого времени хватит. И наконец Слипнир у нас заходит в систему. Вкатывается наконец тенга под хэви-нейтрик, получает хэви-нейтрик. Я отъезжаю и начинаю мониторить скорость тенги, будет ли она падать, то есть смог ли я выключить хэви-нейтриком МВД. И учитывая то, что скорость вообще никак не меняется, я понимаю, что МВД я не выключил, и это на самом деле грустно. Кидаю на нее гретую сетку и потихонечку от нее удаляюсь, дабы ракеты не долетали до меня. Видимо, что я отрепал половину армора, даже больше, чем половину армора, и начал перезаряжаться. Думаю, этого танка мне в принципе хватит, чтобы как-то драться дальше. Тенга, как мы видим сейчас, оттапливает почему-то от нас, и скорее всего она ждет наварпа Слипнира в грид. Слипнир меня мало интересует, потому что это Слипнир под бонусной тенгой, а как думаю многие знают, Слипнир под бонусной тенгой с ШБ танкует бесконечно, почти бесконечно, около 2000 ДПС. И стоит учитывать то, что у Слипнира скорее всего будет скрибок, а это для нас очень-очень печально. Слипнир, обратите внимание, пришел в 90 километров, так что я сразу включаю МВД и пытаюсь от него вытопить, на случай, если у него будет МЖД. И да, действительно, у Слипнира есть МЖД, он МЖДшится в 11 километров, но я у него не в локе. Так что не может он дать мне скраблер инста, но тем не менее кидает сетку. Я прожимаю свою МЖД и попросту, как вы видите, ухожу из боя. Нахожу станцию для отварпа, дожидаюсь падения диза и ухожу на станцию. На этом наш бой с Харноксами заканчивается. Довольно неплохой бой, на мой взгляд. Темпест показал себя просто потрясающе. Не кисло, на мой взгляд, его побустили, а именно ему дали чуть больше ДПС, чем было раньше. В итоге ДПС у него почти как у мочалки, так что это очень и очень круто. Плюс у него влезает 2 хэви-нейтрика, это опять же такой прям довольно-таки, скажем, сильный плюс. Хэви-нитрики позволяют нам высушивать доброе количество крузаков. Ну, естественно, с 2 циклов высушивать всевозможные БКшки и пытаться ломать танк батлам актив-танкованным. Так что 2 хэви-нитрика это, конечно же, сила. Ну что ж, довольно-таки интересный бой, надеюсь, он вам понравился, слегка сумбурно я его откомментировал, но думаю, что если вы несколько раз пересмотрите видео, то в принципе вы все поймете. Более размеренно здесь комментировать мне попросту не получилось бы, потому что довольно-таки на самом деле быстрый бой, все очень быстро изменялось в гриде, поэтому вот такие вот сумбурные комментарии. Ну и давайте перейдем ко второму бою, который получил я буквально через несколько джампов. Скажу сразу, что купить фракционные батарейки в Solitude у меня не получилось. В этом бою, точнее в бою с Харноксами, я израсходовал абсолютно все карго-батареек, так что купил я первые батарейки, а их, во-первых, куда меньше заряжается, во-вторых, куда меньше лезет в карго. Так что следующий бой, который меня ожидал, прошел без половины батареек, которые были нужны, наверное, для этого боя. Ну что ж, давайте переходить уже, собственно, к нему. Добрался я до системы с Террой и хотел варпать на ВХшку и неожиданно для себя увидел мочалку на подскане. Не знаю, соло-мочалка в лоусяке без бонусов. Я, ребят, очень давно такого не видел. Это вообще, я не знаю, какой-то привет из 2009 года. Увидел я трек-комп на мочалке, как-то это очень странно мне показалось. В общем, крайне непонятный фит у человека, но тем не менее, учитывая, что он красный, то есть он пират СС-9.9, я думаю, он меня очень-очень хотел. Но, как мы видим, судя по его действиям, то есть вы видите, что он топит как
как бы в сторону, он, скорее всего, очень сильно опасался, что у меня цинка. И, в принципе, правильно это делал, потому что персонаж в Low Sec XSS 5.0 это довольно-таки часто как раз-таки та самая цинка, особенно на каком-то батле, который как-то ни разу не боится мочалки и пытается спровоцировать ее на файт. Так что его действия здесь понятны. Что мне здесь нужно было делать, я не очень понимал. То есть мочалка, как правило, пимпованная мочалка, она довольно-таки много танкует. То есть мне как минимум нужно было бы проиграть на нее центрики, и этим самым я занимался. То есть, как вы сейчас видите, я держусь от нее в 20 километрах, то есть не пытаюсь ее напугать, не пытаюсь упасть к ней в клосс. Отчасти я здесь на самом деле боялся того, что у мочалки будет скрамблер, но скрамблера, слава богу, не оказалось, потому что со скриптом все было бы куда хуже. Движусь я от нее в 30 километрах, и тут где-то понимаю, что делает мочалка. Вот она начала по мне стрелять, и утапливает она сейчас за центрики, чтобы элементарно сбросить их себя. Пошел по ней дамаг от центре, вижу, что я вроде бы шилд как-то у нее довольно-таки долго просаживается, и где-то здесь я подумал, что мочалка шилдовая. А мочалка шилдовая это такая штука, которую можно очень легко убить через 2 хэви-нейтрика. Так что где-то здесь я очень сильно обрадовался, поехал за ней, нагрел МВД, дабы посадить ее под сетку и под дис, и начать уже наш файт. Но мочалка оказалась не глупая, как мы видим. Во-первых, она в принципе довольно-таки быстрая, во-вторых, она начала греть МВД и вытапливать от меня. То есть максимум, насколько я смог въехать, это на дистанцию диза. Ехать ближе у меня попросту не получилось. Плюс МВД довольно-таки быстро сжигает миды, так что греть я здесь его долго не смог. И решил я воспользоваться такой старой-старой тактикой, а именно оттопить от мочалки обратно. То есть я сейчас побегу в сторону гейта, и мочалка должна развернуться в сторону меня, дабы поймать меня, потому что вроде бы я как умираю, как мы видим, что у меня уже заканчивается шилд, а она и понятия не имеет какой я, возможно, она подумает, что я шилдовый, побежит за мной, чтобы дать мне дис. И тут я развернусь и въеду к ней. Видим мы, что я отскакиваю от нее, она слегка долго реагирует, так что оказываемся мы на дистанции от друг друга 80 километров. Вижу сейчас, что она разворачивается на МВД, и потихонечку дожидаюсь нужного момента. Пытаюсь здесь я починить МВД, потому что в запасе у меня секунд 15, и думаю, этого хватит, чтобы хотя бы чуть-чуть его починить. Видимо, что мочалка уже едет к нам на МВД. 60 километров. Заканчиваю я починку МВД, грею его и еду ей почти в лоб. Посмотрите, я не опрочу ее, а еду по ее направлению. Видите, она едет чуть ниже меня, значит я еду чуть-чуть ниже. Начинаю по ней расстреливаться. Кладу на нее сетку, выключаю МВД, мгновенно включаю. Не стоило здесь все-таки выключать МВД, также не стоило выключать гретую сетку, так что мочалка в итоге от меня отскакивает. Плюс я замечаю, что как-то с ЕМП я вовсе не давлю, и мочалка вообще арморная, так что сейчас мне нужно, во-первых, ее догнать, дабы положить сеточку и оставить ее в перегреве, то есть чтобы моя скорость была больше, чем скорость мочалки. Это очень важно, иначе она попросту отскочит от меня на 30, и я ничего не смогу сделать. Кинул я на нее джамп-дронов, потому что, акалиты по арморной мочалке, совсем не дамажат, так что буду рассчитывать я на какой-то джамп. Наконец дотянулся до нее сеточкой, положил гретую сеточку. Здесь заряжаю не фракционные батарейки, потому что в кабустере были фракционные, они закончились, и перезарядка автоматически не началась. Проходит по мне какой-то дамаг, и я потихонечку тоже дамажу мочалку. Пытаюсь здесь в перегреве ее снести, в надежде, что у нее одна репка. Однореп мочалку, я думаю, в перегреве бы я снял, потому что как-никак это 1000 ДПС от Темпеста, но мочалка у нас не соло-реп, там у нас 2 репки. Вижу я, что мочалка упала в джам. Это хорошо, потому что сетка на меня не держит, то есть я имею преимущество в скорости и наконец подъезжаю к ней ближе. И здесь я было хотел выключить МВД, но нельзя, потому что непонятно, что будет дальше. Так что, увы, по инерции я прокатился под мочалку, когда та отключила МВД. Из-за этого здесь она с легкостью выкачалась, потому что энную часть времени, а именно выстрела 4, я почти по ней не попадал. Пытаюсь здесь очень осторожно репаться и при этом экономить капу на нейтрике, потому что без нейтриков дол реп мочалку нам никак не убить. Появляется со стороны мочалки здесь Номан и пытается ей помочь. Въезжает на свой оптимал и потихонечку начинает меня раздамаживать. Хотел я было погреть кап-бустер тут, но передумал, потому что дис почти сожжен, МВД почти сожжено, и если мы их дожгем, это будет очень грустно.
кушаю потихонечку кабустеры, пытаюсь нейтрить мочалку, и в голове у меня здесь, конечно же, появляется мысль переключиться на Номан, потому что вижу я, что не пробиваю мочалку, но все равно теплится какая-то надежда, возможно, мочалка с Ancillary репкой, паста у нее закончится, танковать она начнет хуже, я все-таки пробью ее, но, увы, в итоге, конечно же, паста заканчивается уже у меня, начинают меня пробивать, то есть с пастой, в принципе, я в репке довольно-таки легко откачивался, потому что танкую я в районе, наверное, под бустерами 600 ДПС, этого мне почему-то хватало. Возможно, не знаю, мочалка стреляла по мне каким-нибудь ЕМП. А без пасты у меня уже начинаются проблемы. Пытаюсь я здесь с периодичностью нейтрить мочалку, но все очень плохо. И наконец я падаю в джам от джам-дронов. Ситуация довольно-таки фатальная, потому что кабуса в перезарядке, пасты в репке нет, так что я МЖДшу, будучи в разгоне на солнце. Увы, мочалку мы убить не смогли, хотя в принципе были очень близки к этому. Учитывая, что были мы на Тимпесте, это, конечно же, очень круто. Я нереально порадовался тому, что Тимпест чисто теоретически может даже убить мочалку. Сразу после МЖД я отварпываю, в варпе перезаряжаю репку, потому что Тимпест без ригов на скорость варпа, то есть варпать он будет довольно медленно, и скорее всего к моменту, когда я приду на солнце, у меня уже будет половина репки перезаряжена. Чиню модули, надеюсь я, что за мной побежит Номан, и я его приму на солнце, потому что ребята видели, что я отварпал на конце армора, возможно они как-то спровоцируются на это, попытаются меня добить, но увы. Ребятам я уже не интересен, но мочалка буквально через несколько минут уходит из системы, так не проверив, на солнце ли я. Очень грустный бой, потому что, были шансы, на мой взгляд, но как-то вот не повезло. На самом деле забавно то, что я почти никогда не вожу Хейл на мотарских кораблях, и потому что, наверное, за лет 5 игры он мне ни разу не понадобился, и это, пожалуй, был первый бой, где, возможно, Хейл бы заролял, хотя черт его знает. В принципе, на самом деле не хватило мне чуть-чуть ДПС, но думаю, что Хейл бы нам тоже не помог. Не дождавшись ребят на солнце, я отварпываю на своего бонусника, который стоит на Терре, и после этого ухожу в Терру грустить о том, что мочалка осталась жива. Ну что ж, надеюсь, вам это видео очень понравилось, по крайней мере мне эти бои прям очень понравились, понравился бой против Харднокса, наконец я встретил достойного противника, я плюс встретил мочалку, которая была совсем не глупая, конечно же она допустила некоторые ошибки, но тем не менее в итоге выключила МВД, попросту танканула меня и заставила отварпать. Такой вот коротенький, но интересный роуминг. Огромное всем спасибо, оставляйте свои комментарии под видео. Подписывайтесь на мой паблик. Всем спасибо и услышимся.